Всем привет! С вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, это очередное видео про Грузию. В прошлом выпуске я рассказывала о том, как прилететь в эту замечательную страну сейчас, во время пандемии. В нем мы собрали ответы на вопросы о том, нужно ли сдавать ПЦР-тесты, сколько они стоят, граждане каких стран могут прилететь с сертификатами о прохождении вакцинации и так далее. Если вы еще не видели прошлый выпуск, ссылка сейчас появится вот здесь и в описании под этим видео. А сегодня поговорим о том, где выгоднее всего покупать авиабилеты, снимать жилье на краткосрочный и долгосрочный период и сколько все это будет стоить. Итак, поехали! В чудесные доковидные времена в Грузию можно было прилететь, приплыть и даже приехать наземным транспортом из 4 соседних государств. Страна имеет общие границы с Турцией, Арменией, Азербайджаном и Россией, и по земле можно было в нее попасть через 10 международных пунктов пропуска. За несколько визитов в эти края мы сами попадали в страну через 6 из этих 10 пропускных пунктов. Грузия является своеобразным хабом между Турцией и Арменией, а также Арменией и Азербайджаном. Несмотря на то, что эти страны имеют общие границы, попасть из одной страны в другую из-за политической ситуации нельзя. Так, однажды, когда мы ехали из Баку в Ереван, мы заехали в Грузию буквально на час, чтобы переехать из одного пропускного пункта в другой и уже перейти границу там. Но сейчас, во время пандемии, все наземные границы закрыты, и попасть в страну можно только самолетом. Вместе с наземными границами пострадало, конечно, и авиасообщение. Многие регулярные рейсы за время пандемии были отменены, некоторые авиакомпании вообще ушли с рынка, и искать дешевые билеты стало намного труднее. Нет, сейчас не будет рекламы популярных поисковиков авиабилетов, которые можно встретить на каждом популярном канале. Есть множество менее раскрученных сервисов, комиссия за продажу билетов через которые может быть меньше или вовсе отсутствовать. Не буду отрицать удобство популярных сервисов. У них есть классные интерактивные карты, где можно для начала поиска прицениться и найти нужное направление. Но чтобы сэкономить, после этого можно попробовать поискать билеты на других сервисах или даже напрямую у авиакомпаний, что нередко обходится дешевле, чем покупка через сайты посредников. Так, например, если искать и покупать билеты по направлению Киев-Батуми на 20 апреля через популярный поисковик, цена самого дешевого авиабилета без багажа составит $69. Но если докупать багаж, то стоимость билета вырастет до $103. А тот же билет, но с более габаритной дополнительной ручной кладью и возможностью изменения даты вылета, обойдется уже в $124. Но если зайти на сайт перевозчика и выбрать этот же билет, то мы увидим, что цена на первый вариант будет такой же – $69, а вот цена на второй и третий варианты – $94 и $114 соответственно. Как видим, разница для вариантов с багажом – $10. Конечно, это немного, но ведь и билет стоит недорого. Сама наценка составляет 10%, которые можно не платить, если знать, что билеты можно покупать не только через раскрученные сайты. Иногда разница в цене может доходить до нескольких сотен долларов. Кроме того, нередко стоимость может быть значительно меньше, если брать билет заблаговременно. И обязательно мониторьте цены на плюс-минус несколько дней от интересующей вас даты, ведь стоимость билетов даже на соседние дни может отличаться. К тому же, если по интересующему вас направлению летают как крупные государственные компании, например, МАУ или Turkish Airlines, так и лоукосты вроде Ryanair и Wizz Air, я рекомендую воспользоваться услугами лоукостов, билеты у которых будут стоить, скорее всего, в несколько раз дешевле. Мы летали разными авиакомпаниями более 20 раз, как на короткие, так и на дальние расстояния, и скажу честно, никакой особой разницы между ними не заметили. Время полета будет одинаковым, а задержки рейсов могут происходить у всех. Качество сервиса у некоторых бюджетных компаний ничем не хуже, чем у гигантов индустрии. Конечно, такое сравнение касается только самых простых билетов, а не первого и бизнес-класса, но про них мы пока рассказать ничего не можем. Кстати, все больше и больше авиакомпаний возобновляют свои рейсы, и уже с середины апреля в Грузию возвращается Wizz Air. Правда, пока только из Варшавы и Вильнюса, но это отличное начало, и думаю, в ближайшее время количество дешевых рейсов из разных стран увеличится. С жильем все гораздо проще, чем с билетами, и в этом помогают такие сервисы, как Airbnb, Booking.com и Couchsurfing. Всеми ними мы пользуемся не первый год и находили крышу над головой более чем в 60 странах мира, ни разу не получив негативного опыта.
Уже давно прошли те времена, когда все ездили на отдых в другие страны только по путевкам и бронировали отели только через турагентство. И, конечно, уже не нужно приезжать на курорт и искать бабушек с табличками «Сдается жилье на вокзале». В наше время бронировать жилье онлайн не только безопаснее и удобнее, но и намного дешевле. Про каучсерфинг я обязательно расскажу в отдельном видео, так как этот сервис подойдет далеко не всем, и в нем есть как свои преимущества, так и недостатки. А сейчас фокусируюсь на первых двух. Booking.com – сервис, где можно найти самые дешевые цены на гостиницы, отели и хостелы буквально в любой точке мира. Этим сервисом мы пользовались не очень часто, но у него немало преимуществ, в которых мы убедились на личном опыте. Так, например, в нашей поездке по Ближнему Востоку через Booking мы присмотрели для себя несколько гостиниц в Бейруте, Эйлате, Акабе и Омане. Мы не бронировали их, а просто отметили по 5 гостиниц в каждом из городов и, прибыв на место, решили зайти туда и узнать цены напрямую. Честно сказать, мы были удивлены, ведь озвученные цены на ресепшене были прилично дороже, чем если бронировать те же номера через сайт. Оказалось, что для привлечения клиентов и конкурентоспособности на онлайн-платформах отели нередко занижают цены, да и сами сервисы могут делать скидки лично от себя. В итоге, потратив по полдня на посещение отмеченных гостиниц во всех вышеперечисленных городах, в конце концов мы ловили Wi-Fi и бронировали номер через Booking.com. Конечно, не факт, что так будет в каждой стране, возможно, нам просто везло в этих городах, и ваш опыт может сильно отличаться от нашего. На сайте есть удобная навигация и огромное количество фильтров, а потому поиск максимально подходящего жилья для ваших запросов будет очень быстрым и удобным. Предложения можно упорядочить по цене, выбрать только гестхаусы и хостелы или только отели, и даже отсортировать их по количеству звезд, по отзывам, а также выбрать обязательно необходимые удобства, например, наличие Wi-Fi, парковки, бассейна, питания, тренажерного зала и так далее. Кроме того, при долгосрочном бронировании вас ожидают дополнительные скидки, которые иногда оказываются очень привлекательными. Так, например, на данный момент цены на двоих в гестхаусах Батуми стартуют от $6-7 в сутки, а неплохие предложения в 5-звездочных отелях начинаются с $30. Если Booking.com это про отели, гестхаусы и гостиницы, то через Airbnb можно снять комнату, квартиру или дом. Такой вариант лично для нас намного удобнее, ведь зачастую квартиры укомплектованы всей необходимой бытовой техникой. По размеру больше, чем номер в гостиницах, а цены при долгосрочном бронировании могут быть значительно ниже. Этим сервисом мы пользовались и продолжаем пользоваться регулярно, причем одно время мы не только снимали, но и сдавали квартиры через Airbnb. У сервиса много преимуществ, например, снять квартиру можно на несколько месяцев, в то время как через Booking можно забронировать отель не более чем на 30 дней. Конечно, бронь можно продлить, но если бронировать через Airbnb жилье сразу на месяц или дольше, скидка может быть более 50%, что мы подтверждаем на личном опыте. Небольшой лайфхак. На сайте работает очень гибкая система скидок, как от самих арендаторов, так и от сервиса, а потому бронировать жилье на более длительный срок намного выгоднее. Дополнительные скидки по возрастающей можно получить при бронировании на неделю, 2 недели или месяц. Иногда скидки настолько большие, что выгоднее снять жилье на месяц, чем, например, на 20 дней. На сайте очень удобная система навигации, множество фильтров и хорошая система отзывов, благодаря которой можно выбрать жилье на любой карман и вкус. Так, например, сейчас в Батуми цены за одну ночь стартуют от $18, а вот при бронировании на месяц скидка составит 30% практически для всех предложений, а иногда, как я и говорила, может быть выше 50%. Кроме того, более выгодное предложение тут можно найти при бронировании жилья заранее, например, с апреля искать варианты на июнь. Но и бронирование, так сказать, на завтра иногда могут порадовать ценой не хуже. Поэтому мониторьте цены, и я уверена, вы сможете неплохо сэкономить. За 2 видео из нашей рубрики про Грузию мы обсудили самые важные вопросы: возможность путешествовать в страну во время пандемии, а также цены на перелет и аренду жилья. В следующем видео мы поговорим о ценах на продукты и кафе и расскажем, сколько именно мы тратим в Батуми на данный момент. Пишите в комментариях, о чем еще вы хотите услышать в видео про Грузию, и мы постараемся сделать наши ролики еще более интересными и информативными вместе. Чтобы видео выходили чаще, ставьте лайки, делитесь своими впечатлениями в комментариях и досматривайте все видео до конца.
Таким образом, алгоритмы YouTube будут помогать продвигать наш канал, а это мотивирует работать еще больше. На сегодня все, друзья. Надеюсь, видео получилось полезным и интересным. Ну и конечно же, я, как и раньше, буду держать вас в курсе событий и делиться всеми самыми важными новостями на тему лотереи Green Card и иммиграции в США максимально коротко и оперативно. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.